Привет, Арми. Один из самых ярких моментов вчерашней прямой трансляции Тэхёна — его исполнение песни Фрэнка Оушена «Self-Control». Он не просто сыграл ее, но и спел своим фирменным мягким и эмоциональным тембром. Этот выбор сразу же привлек внимание фанатов. Не только из-за качества, но и потому, что это был не первый раз, когда Тэхён использовал эту песню в таком личном ключе. В своем посте от 27 сентября под названием «3 месяца в Арке», где он поделился фотографиями и видео из своего пребывания в Лос-Анджелесе, в качестве фоновой музыки он выбрал «Self-Control». А в одной из прямых трансляций Чингука Тэхён также упомянул, что они были очень счастливы в то время, что они чувствовали себя свободными, живыми, и что воспоминания об этом до сих пор живо живут в памяти многих фанатов. Этот период оставил неизгладимое впечатление, особенно для тех, кто давно следит за Тэхёном. Итак, когда он вернулся к той же песне в своей прямой трансляции, это показалось небольшой деталью, открывшей дверь в глубокую ностальгию. Просто, но полно смысла. Тэхён всегда отличался нетрадиционным способом общения, тонким, непрямым, но именно это делает его сильным. Ему не нужно объяснять каждый жест, чтобы его послание дошло до адресата. И когда речь заходит о Тэкуке, его стиль общения часто привлекает внимание. Возможно, это не очевидно для всех, но признаки их отношений продолжают проявляться последовательно, тихо и настойчиво. Многие считают, что их связь крепкая, стабильная и глубокая, даже если они не демонстрируют это открыто. То же самое относится и к видео, снятому у океана, которое Тэхён опубликовал вместе со своими фотографиями из Лос-Анджелеса. Нет подтверждения, кто его снял, но многим фанатам трудно представить кого-либо, кроме Чингука, за камерой. Не потому, что есть явные доказательства, а потому, что последовательность деталей, время и то, как они делятся воспоминаниями, говорит само за себя. История Тэкука всегда была полна маленьких знаков и моментов, которые для тех, кто следит за ним долгое время, говорят громче слов. У них были периоды, когда они не могли быть открытыми, но это не уменьшало вероятности того, что их отношения выживут. То, что у них было, казалось, становилось крепче со временем, даже когда они не находились в одном и том же публичном пространстве. Послание простое: Тэкук все еще существует, со своим собственным ритмом, своим собственным языком и связью, которая выдерживает даже в молчании. Нужно просто обращать внимание на мелкие детали, которые они оставляют после себя, не навязывая никакой версии событий. Потому что иногда ответы, которые мы ищем, находятся в самых простых местах. В деталях, которыми они решают поделиться. В том, что они раскрывают, ничего не говоря. И в уникальной динамике, которую могут понять только те, кто следил за этой историей. Вчерашний день стал прекрасным примером. Многие из нас ждали прямой эфир Тэхёна с таким томлением, которое трудно было скрыть. Прошло много времени с тех пор, как он появлялся в подобном виде, и когда он наконец появился, казалось, что чего-то не хватает, что-то вернулось на свои места. Мы все еще скучали по Чингуку, и даже несмотря на то, что его не было, появление Тэхёна принесло небольшое чувство утешения, оно утолило эту тоску. Присутствие Тэхёна и Чингука для многих фанатов всегда приносило определенное спокойствие. Возникала естественная динамика, которая ощущалась как безопасное пространство, что-то, что оставалось на заднем плане, даже несмотря на то, что они не были вместе. Когда Тэхён начал свой эфир, это теплое чувство сразу же вернулось. Он упомянул, что был занят последние несколько дней, только что вернулся со съемок, все еще с макияжем, но все еще выглядел расслабленным и искренним. Он коротко исполнил отрывок из песни «It's beginning to look a lot like Christmas», вызвав у многих воспоминания о том, как сильно они скучали по его голосу, когда его не так часто можно было увидеть на шоу. Он рассказал о видеоблоге о Гавайях, который монтировал. Это дало понять, что, несмотря на плотный график, он все еще пытается поддерживать связь со своими поклонниками. Небольшие жесты, такие как едва заметное подергивание носа, словно неосознанное, только добавили теплоты моменту. Ему не нужно было много делать, чтобы создать ощущение близости.
Всего за несколько минут он заставляет нас почувствовать заботу. Несмотря на свой плотный график, он все еще находит время, чтобы поделиться. И именно эти небольшие жесты делают Тэхёна и Чингука всегда занимающими особое место в сердцах многих поклонников, даже когда они не вместе. В последнее время Тэхён также активно делится фотографиями и видео из своей поездки на Гавайи с группой Уугр Сквад. Эти фотографии излучают безмятежность, тепло и расслабленные моменты с людьми, которым он полностью доверяет. Его близость с Угой всегда была очень важна. Они – круг людей, в котором он чувствует себя в безопасности, которые поддерживают его безоговорочно, и которые также знают Чингука много лет. Тэхён однажды сказал, что с ними все его стены рушатся. Фраза, которая точно отражает мощное чувство безопасности, которое они ему обеспечивают. Это чувство безопасности также соответствует той обстановке, которую он и Чингук создали за эти годы, вдали от внимания публики, но полной комфорта и стабильности. Видя, как Тэхён наслаждается жизнью, расслабляется и делится мелочами из своей жизни, это укрепляет ощущение того, что он в хорошем состоянии. И даже несмотря на то, что Чингука нет на экране, эти детали все равно заставляют многих фанатов чувствовать присутствие, которое отождествляется с Тэкуком, даже если это не происходит непосредственно на экране. Интересно и немного сбивает с толку то, насколько сильно может различаться реакция фанатов, в зависимости от того, кто что делает. Один и тот же жест, один и тот же взгляд, даже одно и то же простое действие. Если это делает Тэхён или Чингук, это часто сразу же считается странным или сомнительным. Но когда это делает Чимин, реакция полностью меняется. Это принимается, приветствуется, считается нормальным. Этот контраст заставляет многих задуматься. Действительно ли мы наблюдаем одно и то же? Или личные предпочтения влияют на то, как человек интерпретирует ситуацию? Речь идет не о сравнении участников и не о разжигании конфликта. Что более важно, так это понимание, что похожее поведение наблюдается в разное время у каждого участника. Меняется просто общественное восприятие, часто формируемое предпочтениями или предвзятостью. В контексте Тэкука ключ не в поиске доказательств или преувеличении каждого маленького жеста. Смысл гораздо проще. Тэхён и Чингук по-прежнему присутствуют в жизни друг друга. У них есть особый способ общения, который не требует особого внимания для поддержания. Хотя некоторые воспринимают молчание как дистанцию, на самом деле они продолжают оставлять небольшие знаки, которые показывают, что отношения остаются нетронутыми. Эти знаки не были созданы для показухи, они не были предназначены для создания сенсации. Они появлялись в повседневных моментах. Взгляд. Спонтанная реакция. Небольшой жест, который распознавали только те, кто долгое время следил за динамикой отношений Тэхёна и Чингука. Поклонникам, которые следили за ними долгое время, не требовался сложный анализ. Знаки просто проявлялись, очевидные для любого, кто смотрел без предвзятости. Этот последний появившийся знак лишь еще больше подтверждает то, во что многие уже верили. Что у Тэхёна и Чингука есть постоянная связь, которая не зависит от пиара или внимания публики. Речь не идет о большом шоу или о том, чтобы что-то кому-то доказывать. Речь идет о маленьких моментах, которыми они делятся, даже если они скрыты от глаз большинства людей. Способ, которым они это показывают, всегда один и тот же. Тихий, нежный и идеально соответствующий их собственному стилю. И снова. Новый зодиак, этот новый знак, появляется по той же схеме. Не чрезмерно, не броско, но очевидно для любого, кто обращает внимание. Вывод прост. Нет необходимости навязывать свои интерпретации или сравнивать себя с кем-либо. Ответ кроется в маленьких деталях, которые они раскрывают. В простых моментах, которые раскрывают гораздо больше, чем любое прямое утверждение. Тэкук продолжает двигаться вперед, продолжая свой долгий путь,
строя отношения, которые растут в тишине, но остаются видимыми. Для любого, кто был рядом какое-то время, понимая, как они говорят, через знаки. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться. Увидимся в следующем видео, Арми.